Но дело в том, что когда мы говорим о процессах взаимодействия со временем, да, то есть взаимодействия человека с миром, и взаимодействия с миром структур, то вот теория физических структур, например, она говорит, что одна и та же структура может проявляться совершенно в разных масштабах. Да? Может в масштабах космоса проявиться, может в масштабах там, микромира. И это на самом деле говорит о том, что весь мир связан воедино с помощью этих структур. И вот есть такой автор, я о нем неоднократно уже говорил, это Сухонос, его фамилия. И вот он написал книгу «Масштабная гармония Вселенной». И он там как раз показывает, что есть интересный закон этого вот изменения масштаба при проявлении одних и тех же структур на разных масштабах. И начиная от самых микро-микро маленьких частиц, это на уровне масштаба Планка, 10 минус третьей степени сантиметров, и качая, значит, вот этих метагалактики и более высоких как бы уровней космических, где-то это наоборот, 10 в 33 степени. Вот. И вот на этой оси на самом деле есть середина. Да, то есть, как бы вот, где эта середина? Чему равен масштаб на середине этой оси? Оказалось, что это масштаб нашей клетки. То есть клетка, живая клетка, она как раз находится на серединке вот этой вот масштабной оси. То есть есть некая масштабная ось, которая как бы является еще одним измерением, да, то есть как бы уже как бы размерным измерением, который показывает, что одни и те же структуры проявляются на разных масштабах. И поэтому слова Гермеса Трисмегиста, что наверху, то и внизу, которые он сказал много-много лет назад, они как бы вот об этом и говорят. Только на том уровне понимания как бы это было невозможно оценить и понять. А сейчас как бы наука дошла до некого такого вот представления, что есть вот что-то, что связывает мир в одно целое. И хотя основная физическая теория, которая сейчас превалирует, там стандартная теория, она предполагает, что есть взаимодействие не только с помощью полей происходит переносчиков взаимодействия, есть только близкодействие, дальнодействие отсутствует как таковое, то есть есть ограничители, например, там, что есть скорость света как ограничитель на взаимодействие. Ну вот эксперименты другого рода, там, связанные с квантовым запутанием, например, показывают, что этого ограничения нет, что частицы могут быть разнесены на большом расстоянии и взаимодействовать как одно целое. То есть это как бы вот на уровне стандартной теории пока никак не объясняется. То есть считается, что это некий фейк, хотя экспериментально доказанный. Ну, то есть, и это может о чем говорить? О том, что есть некое еще дополнительное измерение, которое увязывает как бы в одно целое. Мы видим просто разные проекции, вот разные частицы, почему мы видим, да, связанные друг с другом. Это одна и та же частица, но только имеющая разные проекции. Поэтому они связаны. Если мы фиксируем одну частичку, мы точно знаем, какая будет другая, какие ее характеристики будут. Потому что это, в общем-то, одно и то же, но вот только в более многомерном пространстве. Поэтому, когда есть возможность описывать вот процессы, которые происходят на уровне структур с точки зрения немножко другого уровня описания информационного, да, то есть когда можно напрямую с Бионета эту информацию черпать, как делают наши информационщики, то они могут вот цеплять вот эти масштабные уровни и микромира, и макромира, и описывать, какие процессы при этом происходят. Мы вот взаимодействуем на уровне светов здесь, на уровне вот наших отношений, да, то есть, а что еще происходит тут в каких-то других мирах и в другом времени, в будущем, да, в будущем будущего, как меняются характеристики жизни при этом, какие закладываются новые структуры, потому что все это характеристики, которые могут делаться человеком. И человек для этого и существует, для того, чтобы можно было вот этим заниматься. Но вот, к сожалению, все время этим заниматься не получается. Мы только вот периодически с вами так встречаемся. Но, тем не менее, любой человек, как бы он, процесс, который запущен на вебинарах, на семинарах, он продолжается и дальше. Ну, то есть, если семинар или вебинар закончился, тем не менее, процессы эти идут. И во что они там выльются, можно сильно не задумываться, как-то вот все может само собой произойти в лучшем виде, в котором нам надо. Ну и поэтому вот мы сегодня переходим к другому вопросу, связанного с вопросами
нашего исцеления. Да? То есть мы поговорили, что можно тело сконструировать, да? То есть тело. А если тело больное, что с ним делать? Да? Что если где-то что-то заболело? Как можно, светлицы могут ли нам помочь в том, чтобы быстрее избавиться от этих болезней? Ну и здесь мы возвращаемся к словам Бабы Ванги, что говорит, если человек болеет, значит у него больное время. И лечить надо в первую очередь не человека, а время. Если мы время залечим, то тогда автоматически залечится и человек. То есть у него исчезнет вот эта вот болезнь, которая у него находится. Поэтому если мы видим болезнь, значит надо разбираться, что во времени было сделано не так, какие были процессы произошли. Но если невозможно разобраться, ну тогда надо делать какие-то процедуры, которые бы нам позволили это время исправлять. Вот. Что значит исправлять время? Да? То есть, ну, значит, это его упорядочить. То есть, что значит упорядочить? Как можно представить время как таковое, что в нем может чего-то быть не так? Ну, если это время рассматривать просто как некую координату, да, ну, тут непонятно, что-то может не так быть в этом времени, когда оно и так... Ну, это линейное представление времени, что время, оно вот как-то разбито на какие-то интервалы, это промежутки, по которым мы идем. На самом деле, вот исследователи времени показывают, что это не так. И время еще на самом деле как-то связано не просто с процессами, но и как-то связано еще и с информацией. Вот такая группа исследователей под руководством Пригожина была, но, по-моему, сейчас его уже в живых нету, это бельгийская группа, они занимались исследованием процессов самоорганизации и изучали, как же они происходят так вот само собой, что-то где-то получается, хотя никто вроде бы как этим не управляет. Что влияет на эти процессы, с одной стороны, а с другой стороны проблема есть такая в физике, это называется необратимость времени, стрела времени. С точки зрения вот уравнений, которые там описываются в физике, относительно времени, оно обратимо. Но это в теории. А на практике мы видим, что процессы во времени необратимы. Да? То есть как бы мы вот камень кинули в воду, круги расходятся в разные стороны. А так, чтобы обратно круги вдруг пошли внутрь, и из воды вылетел камень, такого никто не наблюдает, таких процессов. Да? То есть как бы что делает время необратимым? Какие процессы физические происходят, что время у нас все время как бы куда-то вот есть некий поток чего-то, которое вот так изменяет. Ну и вот они, когда стали исследовать вот эти как бы модели, которые сейчас физика применяет, они пришли к выводу, что как можно сделать неравнозначным, допустим, левую часть уравнения и правую. Ну, то есть если они равнозначны, значит тогда относительно времени можно делать инверсию. А как сделать, чтобы это не было обратимости? Значит, тогда они добавляют некий коэффициент, да, то есть как бы вот в этом части этот коэффициент есть, и уже как бы он маленький, как бы незначимый, но вот он привнесенный и дает возможность уже говорить, что уравнение не симметричное относительно времени. И поэтому время необратимо. И тогда они стали исследовать, если этот коэффициент вот, дает нам такую вот необратимость, что же, какой же физический смысл этого коэффициента? И они пришли к выводу, что коэффициент это имеет размерность информации. То есть это как бы вот некая информационная компонента, которая сама по себе вроде почти незначимая, но тем не менее она на корне все меняет. Поэтому мы можем информационно со временем взаимодействовать. Ну и теория физических структур нам об этом говорит, что время – это некая структура, которая что делает? Переводит из непроявленного, да, в проявленное. То есть время упорядочивает нам процессы и создает условия для их проявления. И если у нас есть дефекты во времени, у нас что-то перестает проявляться. Что значит перестает проявляться? Это значит, что у нас чего-то в жизни начинает не хватать. А мы этого не замечаем, потому что не хватает, если бы, как бы было, а потом исчезло. Да? То есть, вроде бы как можно было бы попробовать что-то сделать. А когда его нет, а ты не знаешь, что это могло бы быть, тогда и как-то странно думать, что что-то можно исправить. Почему этого, может быть, нет? Потому что, например, предки что-то там где-то сделали так, что у нас теперь вот какой-то появился во времени дефект, и теперь этот дефект у нас во времени не проявляет нам что-то такое. Да? То есть, как бы,
Ну, какая еще модель может быть? Ну, представьте себе, что время как некая спираль, да, вот его иногда представляют, что вот некая спираль времени, и вот процессы периодические какие-то. Тут, может быть, это не одна спираль, да, то есть это может быть вложенная спираль, вот есть одна основная спираль, большие циклы идут, а вокруг как бы них еще маленькие, ну, как вот Земля, да, то есть вот сама Земля крутится вокруг своей оси, в то же время она крутится вокруг Солнца, да, то есть как бы, а Солнце крутится еще вокруг там галактики, то есть как бы есть вот спирали разных характеристик, как бы проявленные в пространстве. Ну вот представим, что есть вот такая спираль. Ну вот если витки один за одним идут, ну вот хорошо, порядок, все идет по порядку. Сначала одно, потом другое, потом третье и так далее, и так далее. Вот есть некий порядок. Есть шаг смещения, который нам говорит о том, что в этом порядке мы можем наблюдать ну, как бы разворачивание естественного хода событий. Но естественный ход событий – это то, что как бы должно быть проявлено вот в таких вот данных условиях. Но если условия нарушены, да, то есть что может произойти, мы говорим, да, то есть порядок нарушился, значит тогда виток, один виток может налезть на другой виток, да, то есть как бы, и тогда события перескакивают с одного витка на другой, и тогда вот как бы вот часть, которая, она как бы выпала из вот этого вот временного цикла, и у нас она отсутствует как таковая. Мы перешли сразу на другой виток времени. И как результат у нас получается, что часть жизни у нас исчезла куда-то. Нашей же собственной жизни. Да? То есть, как бы, вот раньше, говорят, патриархи, они жили там в Библии, библейские, читаешь, 900 лет, 800 лет жили, там, куда это все подевалось. А вот после потопа как-то люди стали жить по-другому. То есть что-то со временем произошло в результате этого. Ну, как говорят, у нас тогда был 16-речный цикл, временной было 16 созвездий в зодиаке, сейчас их осталось только 12. Поэтому вот такое мы наблюдаем. То есть получается, что часть жизни, она обнуляется, и мы не можем с ней взаимодействовать. Мы не можем взаимодействовать, как бы у нас, получается, нет кусков каких-то, из которых бы наша жизнь могла складываться. То есть в нашей структуре времени эти части какие-то отсутствуют. Где это проявляется? Да? То есть это на самом деле можно увидеть во время анализа нашей ДНК. Да? То есть мы можем видеть, что у нас ДНК имеет такую особенность, она вырождена. Что такое вырождено? Ну, как бы есть неопределенность определенная. Да? То есть у нас некоторые аминокислоты кодируются, ну, каждая аминокислота кодируется каким-то кодоном. Да? То есть бывает так, что одна аминокислота одним кодоном кодируется, а бывает так, что два кодона кодируют одну аминокислоту, бывает три кодона кодируют одну аминокислоту. Да, то есть как бы получается избыточность некая. Кодонов несколько, а аминокислота все равно одна. И у нас как бы 64 компонента, которые могли бы, комбинации кодонов, которые могли бы реализоваться, а кодируется всего только 21 аминокислота. То есть получается 2/3 наших аминокислот, которые могли бы у нас быть, каких-то белков, у нас нет. Как бы в нашем теле отсутствует вот целая часть определенных каких-то белковых взаимодействий. Если мы анализировать начинаем эту структуру с точки зрения математической модели, то мы видим, что в этой структуре проявлена, да, то есть вот эта неопределенность нам дает возможность говорить о том, что если бы у нас мерность этой структуры была иной, то мы бы могли бы иметь гораздо больше возможностей для реализации своей собственной. Да? То есть, но на самом деле это же качество всего живого. То есть, значит, все живое вот неким образом так проявляется. Значит, это можно еще о чем говорить, что есть вот проекция чего-то более многомерной структуры нашей ДНК, которая могла бы быть проявлена, вот наш трехмерный мир, и реализуется вот такая штука. Возможно, если проекцию эту поменять немножко, да, то есть как бы, может, какие-то аминокислоты могут начать возникать у нас новые. Но вот Наташа Зайцева писала, что у нас такая возможность может проявляться, если мы начинаем со структурами времени взаимодействовать, ну, вот через световые взаимодействия, которые у нас есть. Поэтому, когда мы говорим о болезнях, может оказаться, да, что болезнь – это проявление чего? Ну, отсутствие каких-то вот характеристик, которые почему-то у нас не реализуются. То есть, возможно, это мы сами виноваты. Ну, чего-то вот напортачили и не туда пошли, да, то есть не по той дороге, как говорится, точка бифуркации возникла, а мы вот свернули не туда, не на тот путь, и
пошли туда, куда не надо. Почему мы туда пошли? Ну, потому что мы не ощутили, что вот есть какая-то другая возможность проявить себя. Ее упустили, эту возможность, да, то есть вовремя на нее не отреагировали. Из-за чего? Значит, наша система восприятия, она недостаточна для того, чтобы вот нам это, она не целостна, да, то есть мы идем к некой цели, которая у нас есть в жизни, да, то есть, но она, эта цель от нас чем-то скрыта, да, то есть и те цели, которые мы ставим, как промежуточные, они нас могут не вести туда, куда надо, а уводить в сторону, например, да, то есть поэтому, когда мы говорим о целительстве, да, то есть что делает целитель? Целитель восстанавливает целостность. Целостность чего? Опять же, целостность некой структуры. Но структура в нашем организме, это нельзя ее представить, как это одна какая-то структура. Это некий конгломерат времен, да, потому что у каждой клеточки есть свое собственное время жизни, у каждого органа есть свое собственное время жизни, есть общее время жизни человека как такового. Поэтому если мы говорим о исцелении как возможности проявлять вот эту целостность, значит, нам надо и жить точно так же целостно, да, то есть чтобы у нас тело, душа и разум двигались к одной цели, а не так, что мы тело двигаем в одну сторону, да, то есть разум у нас хочет чего-то другого, а душа вообще говорит, я вообще-то где-то летаю в облаках. И получается лебедь, рак и щука, мы начинаем растягивать сами себя, как бы, и рвем собственную структуру времени. Но это не обязательно только от нас самих может зависеть, да, то есть это может зависеть от среды. Поэтому одна из задач, которую мы должны решить, это создание соответствующей среды, исцеляющей среды. Хотя бы, как минимум, которая бы нас не ломала. Да, то есть, как бы, поэтому задача, она как бы нельзя решать, сказать, что вот у нас есть какая-то одна светлица, которую мы сейчас возьмем, и все, и все болячки у нас сразу исчезнут, и мы будем абсолютно замечательно себя чувствовать, и нам ничего не надо делать. То есть мы до этого себя мучили какими-то там, издевались над собой по-разному, какие-то там ели неизвестно что, думали о всяких гадостях, да, то есть как бы еще что-то там творили. Вот. А потом вдруг взяли там светлицу и говорим, все, вот теперь мы полностью индульгированы, у нас как бы теперь можно опять начинать сначала. Все у нас прошло теперь, да, то есть, ну, к сожалению, вот, а может, к счастью, этот вариант не проходит, значит, надо поработать, да, то есть что? Значит, надо ошибки исправлять, да, то есть чем? Значит, своим поведением, то есть нас должно что-то вести куда-то вот вперед, и вот это что-то должно нас вести туда, куда нам надо. То есть к той цели, которая должна нас, вот как бы как путеводная звезда, нас сопровождать. Поэтому вот карта целителя, о которой мы сегодня все говорим, да, то есть она нам, где у нас вот тут высвечивается карта, вот она. Это карта, которая как раз предназначена для чего? Для того, чтобы помочь человеку вот эту целостность внутреннюю восстанавливать. Но карта сама не в состоянии это сделать. Да? То есть она может это сделать с помощью тех действий, которые человек. Она может человеку начать его направлять в нужном направлении. Да? То есть как бы обеспечивая согласование тела, души и разума в одну единую композицию. То есть в единое целое, как возможность проявлять себя в этой жизни целостно, да? Упорядоченно. Это значит навести порядок в собственной жизни, в собственных мыслях, в собственной душе, и не только в собственной, да, но и в окружающей среде. Поэтому вот что мы сейчас делаем на семинаре? Мы в первую очередь пытаемся создать исцеляющую среду. Да, то есть тогда каждый как бы вот присутствующий на семинаре, он с одной стороны участник, он как один из участников формирования такой среды, да, то есть, а с другой стороны, это собственная вот эта самая среда, она нам помогает, окунувшись вот в это пространство светличное, в общее сетевое пространство Бионета, настроить свои системы и органы таким образом, чтобы они автоматически как бы начали согласовываться и начинать налаживаться что-то внутри, ну, как бы внутри автоматически. То есть не надо нам об этом сильно задумываться, оно само как-то будет происходить. Поэтому мы на данный вебинар, на данный цикл вот этих вебинаров будем ставить задачу самоисцеления. У каждого есть, я так думаю,
какую задачку поставить в этом направлении, что там надо исцелить. Не обязательно, может быть, у себя, может быть, у кого-то из близких, да, то есть потому что иногда вот эти вот процессы, которые мы где-то что-то ломаем, они происходят не у нас у самих, а у кого-то из близких, потому что ломается там, где самое тонкое, где слабое звено. И может оказаться, что не мы являемся самым слабым звеном, а те, кто рядом. И мы что-то такое делаем не то, да, то есть как бы попадаем в какие-то участки, где время поломанное, и от этого начинают страдать наши близкие и наши родные. Поэтому то, что мы будем сейчас вот делать вместе с вами, ну и как бы мы уже это делаем, да, то есть как бы мы создаем условия для формирования вот этой исцеляющей среды, как некого пространства, в котором, сетевого пространства, в которое мы можем находиться и которое нас начинает настраивать, да, то есть отстраивать нам в автоматическом режиме через работу нашего подсознания, налаживая вот эти вот, согласуя наши внутренние процессы в теле, в душе и разуме в единую композиционную, целостную, как бы вот сетевую, опять же, конструкцию. Значит, среда у нас может быть разная, да, то есть среда у нас может быть ну, как бы глобальная, то есть мы как бы говорим о Бионете в целом, то есть он, Бионет помогает обеспечивать такое согласование. Кстати, мы новую структуру сейчас Бионета запустили, поэтому понаблюдайте. Те, кто может на него настраиваться, да, попробуйте почувствовать, что поменялось в системе Бионет, как возможности согласования себя, вот почувствовать себя как такой сетевой объект. Как начинает работать по-новому система с биоинтернетом наша, да, то есть что нам из биоинтернета, какая информация начинает идти, можно понастраиваться, да, то есть попробовать взять ручку и по запросам что-нибудь попрописывать, какую-то информацию. Ну, вот как вот наши информационщики делают, берут, задают вопрос, например, про вебинар, да, то есть и записывают, что же происходит при этом, да, то есть, или вот, например, про какую-нибудь светлицу. Вот у нас проводили серию вебинаров про энергию времени. Что делает эта светлица? То есть есть описание, в нем описание есть одна, да, я, по-моему, говорил, да, то есть, но я еще раз прочитаю. Потому что одно дело вот описание прочитать, а другое дело как бы вот сделать информационный съем и прописать как бы какой-то другой слой информационный, что она может быть еще делает дополнительная вот эта структура. Генератор золотой глюоновой плазмы как источник. Формирует в клетке человека золотую капельку Святого Духа. Сначала она формирует в клетке матричную основу для духовой плазмы, затем на основу напыляется плазмовещество. Затем формирует каплю из данной светоплазмы. Так заполняются все клетки организма. Сначала ощущала золотой поток, как очень густую медовую массу, потом как более жидкий мед. Лечат душевно больных людей, очищает их разум от всевозможных внедрений, формирует матричную основу по линии души. Генератор, источник, производитель аморфно-кристаллического золота наполняет им тело, душу и разум человека, успокаивает нервную систему и наполняет тело, душу и разум благостью. То есть это вот как бы еще дополнительная информация, которая есть про структуру энергии времени. Для тех, кто, в общем-то, может с этой структурой взаимодействовать, она у нас выставлена в системе Бионет, и можно ее попробовать посмотреть, как она влияет на вас. Но она формировалась в основном под формирование как раз денежных потоков, для того, чтобы можно было, вот, используя вот эти вот качества светоплазмы, настраивать себя на энергию денег. У нас есть энергия, да, то есть энергия, которая нам дает возможность, энергия жизни, да, в этой жизни себя проявлять. Но для того, чтобы получить нужный ресурс, иногда ее бывает не хватает. Ну, как бы вот как живем как-то, но вот средовые изменения у нас не удается настроить и выйти на эти изменения. Поэтому энергия времени нам помогает вот это реализовать. Так вот, как бы возвращаясь к теме целительства. Карта «Целитель», она, когда мы ее используем, она помогает вот отстраивать вот эти вот систему нас как
целостную, то есть создавая эту целостность. И в какой-то мере, да, какие-то заболевания могут исчезать, то есть особенно связанные там с какими-то воспалительными процессами, то есть что-то начинает налаживаться. Но гарантировать то, что это обязательно произойдет, мы, к сожалению, не можем. Почему? Ну, потому что, опять же, какая среда у человека? Что у него такое есть вокруг, что на него как бы такое влияние может оказывать. Чтобы вот более эффективно использовать вот эту вот карту, мы сейчас запускаем еще целый ряд модулей для самоисцеления, да, то есть надо иногда бывает, то есть дополнить. То есть одно дело практикуешься карта целитель, настраиваешься на нее, но бывают еще какие-то вот системные сбои, которые уже сильно проявились там и дают достаточно серьезное как бы осложнение в жизни, и надо как-то на них обращать внимание, что-то с ними делать. Поэтому сейчас у нас выставлено 3 модуля новых. Один из них это сердце, второй сосуды и третий иммунитет. То есть это новые модули, которые дополняют карту целителя и как бы позволяют вместе с этой структурой настраивать те или иные системы. Мы будем другие выставлять постепенно новые, потому что мы сейчас как раз с этим активно работаем. Уже есть определенные наработки, есть результаты. Ну, не все сейчас мы можем пока объявить и выставить, но если какие-то есть там определенные проблемы где-то у кого-то, вы можете написать, и, может быть, мы какую-то вам структурку подберем индивидуально. Кроме этого, можно проводить индивидуальные занятия по настройке. Вот мы сейчас создаем вот эту целительскую среду коллективную, да, то есть ну, как бы на всех сразу и так далее. Но, в принципе, можно в индивидуальном порядке сделать настройку конкретного человека, да, то есть сделать ему там комплекс упражнений, каких-то там практик, которые бы позволили ему поработать вот с его собственным каким-то недугом. Но желательно, чтобы это было не просто как бы вот я только себя плохо чувствую, не пойму почему. Надо какие-то сделать анализы, то есть предварительно, то есть у нас, чтобы было с чем сравнить на будущее. Получилось, не получилось и так далее. Чтобы можно было какие-то коррекции вносить, чтобы у нас было возможность чем-то померить. Если действительно такой вопрос стоит. Вот у нас сейчас вот Оскар, помните, был там, да, то есть вот он обратился, говорит, нет ли у вас чего-то, у меня вот какая-то болезнь, Хашимота или что-то, щитовидной железой, аутоиммунное заболевание. Ну, вот мы там как раз, у нас как раз появилась такая структура для щитовидной железы, ну, предложили, он говорит, я тут анализы сделал, теперь будем наблюдать. Ну, вот поэтому по такому принципу, то есть, опять же, гарантировать мы не можем 100%, потому что мы не занимаемся лечением, это структуры светличные, это не лекарства, это не средства для лечения, это система для восстановления времени жизни, да, то есть структуры времени. И если есть понимание, что надо вот с этой структурой поработать, создать условия для того, чтобы починить как-то время. Если самому не получается, можно вот как бы это делать у нас на вебинарах с одной стороны, а с другой стороны можно сделать индивидуальные такие занятия, если есть необходимость. Чтобы у нас была обратная связь, да, то есть как бы и мы видели, что есть результаты какие-то, вы видите, что это полезно, это нужно, то и можно об этом честно заявить и поддержать вот эту нашу систему целительства, которую мы сейчас будем формировать финансово, да, то есть как бы и внести какой-то взнос на Бионет практике, чтобы можно было увидеть, что да, вам это дело нравится, и вы считаете, что это польза от этого есть. Ну, то есть по номеру телефона что-то там перекинуть, и, в общем-то, это на самом деле несложно сделать.
Поэтому у нас теперь семинары не бесплатные, а открытые называются. Если обратили внимание, теперь оно у нас просто открытое. Все могут прийти, но есть как бы вот возможность внести некую благодарность. Вообще техника благодарения, она достаточно мощная, и в этом плане многие ею активно пользуются, особенно вот какие-то предприниматели, которые делают там благотворительные фонды там и так далее. Для чего? Ну, потому что надо какую-то где-то благодарность миру возвращать, чтобы она поддерживала тебя в том числе, потому что ты понимаешь, что мы в этом мире существуем для чего-то, и это чего-то нам как-то хорошо по обратной связи возвращать. Ну, хотя бы даже виртуальной благодарности. Не обязательно можно деньгами, можно на самом деле своим активным участием. То есть можно что-то поучаствовать в процессе продвижения сети Бионет, привлечения новых пользователей. Где-то я вот что-то вот. Сергей, у меня вопрос. Вот, здравствуйте, слышно меня? А, Нормально? слышно, Саша. Ага. Вот не совсем понял, путеводная звезда и целитель как структура, которая синхронизирует тело, разум и душу. Вот путеводная звезда, она как бы находится, ну, что ли, вне тела, разума и души, или она находится как бы как ну, в душе, грубо говоря. Вот концептуально как это лучше понять? Ну, есть у человека такое качество, называется чувство пути. Чувство пути – это чувство, которое человека куда-то ведет по некому пути. Да, откуда оно берется? То есть, ну, во-первых, это некое интегральное чувство, которое объединяет все чувства, которые у нас есть. Но путь-то, он куда-то определен, то есть путь, он у нас во мраке, или у нас есть как бы некий свет, к которому мы идем, и откуда он взялся, да, то есть если мы сюда пришли, этот мир, да, то есть, то значит у нас есть возможность куда-то двигаться. То есть куда нам двигаться? То есть или мы должны вернуться туда, откуда мы пришли, то есть тот свет, который мы здесь олицетворяем как некую световую единицу, да, то есть она нас здесь сформировала вот в виде вот таком вот теле. Значит, эта единица световая куда-то у нас потом после окончания куда-то отправится. Да, то есть куда она отправится? То есть к тому миру, который нас прислал, то есть, ну, скажем так, прародительская цивилизация, там, или как-то иначе можно назвать это, да. Вот, поэтому нас что-то должно вести в этом мире, да, то есть и направлять, ну, оно нас так и ведет, да, то есть, но бывает ситуация, когда, допустим, действительно свет от какой-то звезды пришел, но пока свет дошел до Земли, эта цивилизация уже исчезла, ее нету. Ну, по каким-то причинам, да, то есть и возвращаться некуда. Значит, надо тогда переориентироваться на что-то другое, то есть какую-то другую композицию или самому стать звездой, например, да, то есть и тогда ты волен выбирать, куда тебе двигаться дальше. Вот это чувство пути, да, то есть оно на самом деле у нас, ну, как бы разные изделия есть, которые помогают нам оформлять. Ну, например, зеркало Исиды, да, то есть она как система, работающая с родовыми нашими системами, да, то есть это восстанавливает как раз вот это чувство пути глобальное на больших промежутках времени и позволяет нам формировать вот этот путь более эффективно. Да, то есть, но бывают случаи, когда чувство пути у нас не может восстанавливаться, потому что у нас есть какие-то вот дефекты в той или иной части нашего организма. Да, то есть как бы, ну, вот у нас уже порушена какая-то система, и она нам дает все время сбой. Да, то есть поэтому тогда у нас мы начинаем пользоваться карточкой целитель для того, чтобы сделать вот это восстановление на уровне, опять же, чего? Тело, душу, разума, но согласовать их как систему с телом. Потому что у нас мы, когда рассматривали матрицу развития, мы говорили, есть кроме самого тела, да, то есть может быть тело души и тело разума. И важно, чтобы это тело души и тело разума, они как бы работали вместе. И вот эта телесность, обладательность и разум имел как возможность тела, разума обладать, да, то есть как бы и душа имела некую телесность, как некую обладательность, которая бы нас могла вести. Поэтому карточка целитель нам помогает настраивать нас на вот эту вот путеводную звезду, которая
существует для нас, да, то есть как бы, и поэтому мы можем ее использовать для такой настройки. И выходить, опять же, на цели и задачи, которые нам нужны. Это не значит, что мы сейчас их не имеем. Они, может быть, у нас есть, но нам чего-то не хватает, потому что мы не можем их реализовать. Ну, то есть мы начинаем думать, там, грустить в каких-то вещах, делать что-то не то, что нам не надо делать, или начинаем, допустим, переживать по поводу того, что нам вот надо бы, мы это хотим что-то другое делать, а нам надо вот чем-то другим заняться. Вот надо, я бы хотел пойти в кино, тут надо посуду помыть. Опять же, все зависит от отношения. То есть если мы считаем, что мытье посуды – это для нас некая задача печальная и пустая трата времени, ну, такое оно для нас и является. Но мы можем это, например, посмотреть с другой стороны, что это мытье посуды – это возможность, а не обязанность. Да? То есть это не, мы не должны, а мы получили возможность, да, то есть что, проявить себя как световую единицу, которая, например, в процессе мытья посуды может что сделать? Еще запустить световую чистку этой посуды. И тот человек, который потом этой посудой будет пользоваться, он может с этим светом повзаимодействовать. Да, то есть и можно себя вот так и рассматривать, как некую световую единицу, которая двигается по этому миру и вступает в те или иные взаимодействия. От того, что мы вступаем в эти взаимодействия, от этого мир становится лучше. Мы его подсвечивать начинаем. Тогда карта целителя, она тогда становится нам таким вот, ну, как бы просветительской такой штукой, да, то есть как бы через нас мы начинаем проявлять себя, свои цели и задачи через вот эти световые связи. То есть я имею возможность, да, то есть я, например, у меня какие-то есть некий неприятный человек, с которым мне приходится общаться, например, по работе, потому что ну куда деваться. Но мне это не нравится. Это один подход, да, то есть, как бы, а можно с другой стороны, я с человеком, да, мне не очень приятно, но я имею возможность, да, опять же, подсветить этого человека, передать ему частичку своего света, которая его поменяет и сделает его более хорошим. Потому что почему человек такой? Ну, потому что ему любви не хватает. Потому что я ему могу дать. У меня теперь появилась возможность дать ему немного любви. И не в плане того, что я сейчас его тут кинусь обнимать, целовать там и так далее, то есть всячески проявлять эту любовь, а тем, что любовь как свет, да, то есть я подсвечиваю все, что есть вокруг. Да, то есть и карточка целитель дает мне целостность в этом проявлении. И от этого начинают какие-то болезни уходить, потому что я начинаю себя проявлять, свое вот это вот качество светимости в этой жизни. Почему человеку грустно и сложно? Потому что он чувствует себя одиноким. Одиноким, хотя вот как бы вокруг множество народа. Почему это чувство одиночества возникает? Ну, потому что нет вот этой вот связности, нет ощущения, что вокруг много тоже различных светов, с которыми мы на этих уровнях светов взаимодействуем. Поэтому восстановление целостности повышает, с одной стороны, чувствительность, а с другой стороны, повышает нашу возможность в самореализации вот этих световых характеристик. Потому что в чем творчество заключается? В том, что мы начинаем что-то с чем-то соединять. Соединить одно, соединили с другим и проявили вот это вот системное конструирование свое в этом мире как творческий объект, как световой объект. Поэтому вот Наташа как раз вот это проявлено, что мы идем и что? Из своего света плетем какие-то плетения, да, то есть сплетаем одно с другим. То есть это можно делать через какие-то творческие акты. Да, то есть я взял и придумал какую-нибудь штуку, которая теперь имеет место быть, потому что я это придумал. Фантазия, ну научная фантазия. Например, я представляю себя в этом мире как вот такой вот связующий объект. Да? То есть как бы я беру некий свет, который в себя впускаю, сплетаю его со своим и обратно выпускаю уже как некую другую нить жизни, которая что-то меняет в жизни другого человека. А что меняет? Вы можете сами придумать, что надо у этого человека поменять. Как его улучшить можно? Можно с ним начать конфликтовать, а можно наоборот послать ему или послать его. Куда? Ну, туда, где ему станет хорошо. По какой-нибудь, ну, там, в системе координат, да, X, Y, там, ну и Z, например, да, то есть, как бы, должны быть 3 координаты, вы его когда-то послали, ну, значит, вы ему проложили путь, вы ему поставили точку отсчета, значит, да, то есть, которую, вот, как бы, в системе координат он может теперь проявить.
Ну, вот смотрите, вот есть, мы говорим, есть среда вот эта целительская. Почему? Ну, у нас карточка целитель присоединена к этому каналу. И вот мы сейчас разговариваем, да, то есть, как бы, что я тут много наговариваю? Значит, это задача как бы синхронизации. Вот наша вот, группы вот этой из 29 человек, синхронизировать в единую какую-то сетевой объект, да, который бы мог отстроить каждого с одной стороны, а с другой стороны, значит, выступил в роли вот такого сетевого оператора. И для каждого, и для мира в целом. Поэтому мы не можем себя выделить из этого мира. Поэтому нам надо вот, если мы... Но кроме этого у нас что еще нам важно? Ну, чтобы у нас была комфортная среда. Значит, у нас есть вот такая карточка, которая называется «Комфорт», которая нам помогает среда. Но она тоже сейчас присоединена у нас к этому каналу. Поэтому у нас виртуальное пространство, оно тоже комфортное. Да, то есть поэтому вот эта среда, которую мы формируем, мы можем просто выключить звук, ничего не слушать и просто послушать, как бы вот что у нас с нами происходит. А можем в этом среде, если даже мы ничего не ощущаем, начать с этой средой взаимодействовать, потому что мы туда тоже светим. Мы светим своими глазами, да, светим своим телом, светим своим разумом, светим своей душой. И вот этот свет и начинает нам создавать условия для самоисцеления. Но это вот как бы общая фраза. Но в рамках вот этого общей как бы среды, которую мы формируем, мы можем проявлять какие-то действия делать. Да, то есть какие-то практики. Какие практики? Ну, какие-то, можем простые делать практики, световые, например. Да, то есть есть вот световая у нас часть, например, у нас есть вот карточка целителя. Да, то есть мы ее взяли в руку, у кого она есть. Да, то есть как бы и представили, что у нас есть здесь световой шарик образовался. То есть как бы мы этот световой шарик, как бы вот его сейчас сформировали, начали формировать из него как бы вот такой световой объект. Как бы он у нас вот такой. И теперь дальше мы начинаем этот шарик, чего? Положили, вот у нас в руке лежит. Да, такой вот весомый свет. И дальше мы начинаем мысленно этот шарик катить по руке. И как бы вот начинает перемещаться у нас, катится вот по руке. Значит, у кого нет карточки целитель, тот просто представляет, что у нас за счет структуры целителя она у него сформировала вот такой шарик. Это исцеляющий шарик, который мы начинаем двигать у себя по руке. Начинаем его плавненько перемещать. Можем другой рукой его как бы вот двигать, помогать ему, да, то есть можем и начинаем двигать его, вот он у нас катится, катится, медленно, медленно перемещается. И мы ощущаем, как этот шарик у нас меняет что-то у нас там, да, то есть как бы переместили его, вот у нас он уже на плече. Да? Теперь мы этот шарик начинаем перемещать по спине. Да, то есть вот у нас идет, и мы проводим, у нас он проходит дальше, 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 и начинает двигаться, перетекать на другую руку. И вот у нас он катится, теперь начинает двигаться по другой руке. Ну и начинаем его перекатывать. Можем рукой помогать, можем просто мысленно представлять, как он у нас потихонечку, потихонечку движется, 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 проходит, проходит, и вот у нас он оказался в другой руке. И мы опять ощущаем его вот как такую плотную массу, такая световая масса, вот она у нас теперь тут есть. Да? Теперь можем вот этот шарик световой, его взять и, например, приложить к какому-нибудь нашему органу, ну, который нам необходимо подсветить. Да? То есть, как бы, и прикладываем его к той части, где у нас есть это, что-то, вот что-то нам не так. И начали вот его, этот шариком этим водить световым, да, как бы в руке его держим, и касаясь вот этой вот части вот этой, где мы чувствуем что-то не так, начинаем ее просвечивать вот этим светом своим собственным, согревать, чувствуем, как этот свет входит туда, в эту систему, да, то есть он там начинает настраивать, автоматически настраивать нам вот эту воссоздавать целостность структуры времени, да, то есть она начинает настраиваться, создаваться, выправляться, да, то есть как бы вот эти можем вот этой модели
вот этих виточков, представить, что виточки начинают расходиться, расходиться, и они начинают, как бы, вот спиралька начинает быть целой, без перехлеста вот этих витков, например, да, или какая-нибудь матрица, она вот была с пустыми какими-то дырками, с дефектами, а теперь эти дырочки заполняются чем-то, да, пока световыми шариками какими-то, да, то есть вот представить, что там вот в этой в этой системе в каком-то или органе чего-то не хватало, да, то есть поэтому вот эту энергию целительства, да, то есть мы ее туда сейчас направляем своей собственной рукой. Направили ее туда, и там ее удерживаем какое-то время, да, то есть и видим, как начинаем представлять, то есть у нас, нам важно представить, да, то есть мы начинаем представлять, что вот эта вот структура, которая имела какие-то дефекты, может быть, это какие-то тени там были, затемненность, да, то есть вот, что-то там наладилось. Можем более абстрактно, то есть, ну, как бы вот такая практика. То есть вы можете ее сами делать легко, используя карту «Целитель», например. Почему целитель я предлагаю, опять же? То есть потому что нам для начала надо настраивать целостность. То есть не просто болезнь какую-то мы лечим, да, то есть мы восстанавливаем целостность структуры времени. И карта целителя – это как раз структура, которая специально под это и создавалась. Восстановление структуры времени, то есть восстановление, как бы убирание вот этого больного времени. То есть мы не боремся с этим больным временем, мы добавляем здорового времени, добавляем времени целого, энергичного, более многомерного. И вот, соответственно, та система, которая почему-то не так работала, она начинает работать более эффективно. Можем по-другому, другую визуализацию представить себе, да, то есть давайте мы ее попробуем себе представить другую. Представим, что мы такой домик. Вот представьте дом. И дом – это вы. Ну, есть крыша там, да, есть стены, есть окна, есть вот... Как этот домик выглядит? Ну, какой вот вы домик можете себе представить? У него фасад, есть фундамент где-то там, да, там, может, есть подвал, может, еще что-то такое, да, то есть, как бы... Ну, и начинаем наблюдать, вот, что в этом домике, все ли там в порядке, где там что-то может быть не так, да, то есть, ну, например, крыша. Все нормально там с крышей, ничего не течет нигде, то есть, как бы, все ровненько, крыша замечательная, нигде не подтекает, то есть все целенькое, да, то есть или где-то вот что-то не так, то есть мы как бы наблюдаем, смотрим, ага, а вот есть какое-то там потемнение в этой крыше, да, то есть или вот какой-то там изъян какой-то есть в этой крыше. Ну, давайте этот изъян тогда берем также вот шарик этот вот, да, то есть как бы представляем, что мы взяли вот такой световой шарик с помощью целителя, мы его сформировали, да, то есть этот шарик создали, в нем вот эту вот плотную энергию такую, как бы уплотнили. И начинаем, как бы даже не у себя, как бы, а вот этот домик, как будто он тут перед вами стоит, этот домик. И начинаем в этом домике налаживать, да, то есть протирать вот эту крышу. То есть, может быть, она ничего не течет, но грязная, например, да, то есть, как бы, ну, мысли какие-то там грязные где-то нас донимают какие-то. И мы начинаем чистить эту крышу, протирать, как бы, чтобы она у нас была красивая, сверкающая. Начинаем с другой стороны, как бы, и вот так вот домик свой начинаем очищать. Почистили, почистили, почистили. Смотрим, труба там у вас, печка есть там у вас какая-то в домике, да? Как она там? Все нормально она функционирует, эта печка? То есть как энергия? Энергии там в этом доме хватает, как энергетическая база. То есть эта печка там не забита какие-то сажей, там, как там дымоходы, то есть все ли там в порядке, да? То есть пробуем смотреть, тоже берем, как бы вот опять шарик уплотнили и начинаем печку чистить. Представим, что там есть печка, ну, печка, ну, печень, например, это наша, да, печень. Вот эту печечку мы как бы вот ласково начинаем тоже зачищать. Убираем сажу, вычищаем это всюду, все, канальчики там становятся ровненькие, чистенькие, и она теперь у нас будет как топочка, все лишнее будет сгорать, ничего лишнего не будет оставаться, все будет улетать туда, куда надо, превращаться в энергию, да, то есть не будет засоряться нигде, то есть всегда будет тепло, будет хорошо. Какие у нас окна, да, то есть чистые окна. Давайте представим, какие у нас окна. Окна, если чистенькие, прозрачные, или там где-то грязь есть, какая-то замусоренность, да, то есть, как бы, то есть как свет к нам проходит. Проходит к нам свет в домик нормальный, или где-то он застревает и не проходит, да, то есть в доме у нас сумерки и темно. Поэтому начинаем окна чистить. Также берем шарик новенький, да, чистенький шарик сделали.
И начинаем чистить окна. Окошечко одно протерли, там тщательно, внимательно посмотрели, какое у нас окошечко стало. О, какое окошечко стало ровненько. Вот тут где-то вот где-то какой-то вот дефект в этом окошечке. Начали его затирать, как бы затираем, 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 смотрим, ага, прозрачность повышается, становится окошечко прозрачным, чистеньким, все, свет пошел. У нас, значит, налаживается вот эта вот наша связность с миром. Мы теперь можем хорошо наблюдать, о, смотрим в окно, как там все замечательно в этом мире, да, то есть как бы нам теперь идет оттуда замечательный свет, и к нас входит, и мы теперь вот с этим миром замечательно взаимодействуем. Ну, то есть, как бы, можем заглянуть, какие там стены внутри, да, то есть ровненькие, или наоборот, что-то надо где-то подштукатурить, какую-то вот надо наладить какую-то. Да, как там сантехника функционирует, все ли там у нас хорошо, как там у нас трубы чистые в дом входят, хорошие, нормальные трубы, все ли там хорошо в этих трубах. Начинаем трубы налаживать, да, то есть как бы прочищаем трубочки все, которые там у нас есть. Прочистили трубочки, у нас они теперь тоже, напор пошел, у нас поток внутрь проходит чистый, да, то есть как бы от нас выходит тоже чистый поток, потому что у нас как бы то, что трубы, которые из нас выходят, они тоже становятся чистыми. Разные трубы у нас есть там, да, как бы там у нас какие-то ЖКТ может быть, это может быть какие-то в других органах, какие-то трубочки, канальчики есть, которые надо бы прочистить, да, то есть смотря что, где вот у вас, на что вы обращаете внимание. То есть вот это представление себя как некий дом, который домен, да, то есть как бы как некая вселенная, да, то есть почему вселенная? Ну, потому что в вас что-то вселяется, в вас какой-то свет входит, он вы с этим светом взаимодействуете. Вы легко с этим светом взаимодействуете, он легко входит и выходит, или он застревает где-то, вас начинает менять под себя этот свет. Да, то есть как бы, тогда мы можем прочистить этот домик, проладить, выпустить этот свет, который нам не нужен, а тот, который нужен, в нас войдет еще хорошо. Да, то есть как бы, вот у нас как бы другое представление. Дошли до фундамента. Какой фундамент? Прочный стоит, мы хорошо стоим на этом. Или он какой-то такой, какой-то вот не такой. Давайте мы его наладим, этот фундамент, подремонтируем, сделаем его такой мощным, этот фундамент, чтобы мы стоим на твердых ногах. Да, то есть как бы наладили фундамент, создали, там ничего в него не заливается, ничего из него такого там лишнего не попадает. Да, то есть никаких протечек тоже нету. Поэтому вот в таком взаимодействии мы начинаем, вроде бы как в некой имитационной модели, убирать, с одной стороны, то, что нам не нужно, а то, что нужно, мы привносим как некую вот исцеляющую энергию, которая нас начинает исправлять. Понятно, что эта практика не так, что я вот сейчас вот 5 минут сделал, посидел тут вот на вебинаре, и все. И теперь все замечательно будет. Давайте эту практику продолжать, развивать и дорабатывать. То есть у кого нет целителя, легко, можно приобрести или само изделие, или взять трансляцию изделия на файл или на аккаунт и поработать с этим, с этой системой исцеления, самоисцеления. Вот. Если чего-то не хватает, ну давайте смотреть, какие у нас модули можно присоединять для того, чтобы можно было сделать, то есть более эффективно, да, то есть какая система не работает. Поэтому принимаются заявки, кому какая модуль нужен, поэтому, может быть, они еще не выставлены, эти модули, но мы можем с ними индивидуально поработать. Поэтому поработать можем в индивидуальном плане, да, то есть как бы сделать какие-то индивидуальные практики, как говорят, индивидуальный тренинг, и в рамках этого тренинга сделать какую-то, наработать какие-то структурные изменения, которые бы позволили выскочить за пределы болезни. Ну, разобраться, может быть, в чем-то, что-то найти, какие-то первые причины, которые приводят к этому, да, что-то поменять в окружающей среде. Значит, поэтому мы можем продолжить с домиком работать, да, то есть мы смотрим на домик не просто как бы сам по себе домик, а что вокруг этого домика.
А что там есть, да? То есть сад есть, например, да, там какие-то деревья растут, может быть. А может, это там не сад, а тоже какие-то домики рядом стоят, и они так тень дают, например, да, то есть или еще что-то. То есть что вокруг этого дома. И начинаем с этим окружением работать, да, начинаем смотреть, а может, тут у нас мусора вокруг накидали кто-то там, да, то есть надо этот мусор убрать, потому что создание как бы целостности это не только внутри себя, это и вокруг себя, потому что мы с миром связаны. Что вокруг нас есть, то у нас и вселяется. То есть если мы смотрим каждый день на какой-то мусор вокруг нас, то есть этот мусор через наши глазки входит, и так или иначе мы с ним взаимодействуем. Если мы хотим перестать взаимодействовать, ну, надо поискать возможность убрать этот мусор. Не обязательно самому, да, то есть можно ментально представить это дело для начала, то есть пожелать. Возможно, что этот мусор будет убран. Ну, как вот у нас Алексей рассказывал, как он озадачился, что ему надо забор, там что-то с забором надо сделать, да, сделать новый забор. Начал представлять, как его там надо делать, а тут сосед взял и предложил другой вариант, там более простой, но тем не менее ему ничего не пришлось тратить на самого себя. Вот видите, солнышко светит, а я тут перекладиной прикрылся, и у меня, видите, лучи вот пролетают, как бы вот, видите, вот, да, то есть была тучка на небе, вот как мы только тут поработали, видите, свет пошел, вот я могу так раз выставиться, могу сюда, но я все равно спрячусь, а то слепит сильно. Поэтому вот свет пошел. Это мы можем наблюдать. Вот мы это делаем, эти операции, да, то есть мы как бы меняем что-то внутри себя, меняем свое собственное состояние. Какое у меня состояние сейчас, да, то есть грустное или, наоборот, веселое, то есть как я могу себя поменять. Ну, сделай себе что-нибудь хорошее для себя, самого любимого. То есть как бы надо к себе отнестись как будто к самому дорогому любимому человеку. Поэтому, когда говорим про зеркало Исиды, например, что восстановление чувства пути через работу с зеркалом Исиды, то там главная задача научиться на себя смотреть как на самого дорогого любимого человека, самого близкого, да, то есть как бы, а это на самом деле непросто. Кажется, что ну что-то, я и так самый себе дорогой любимый, нет, да вот попробуйте вот так вот поработать с зеркалом Исиды, чтобы вы могли вот эту близость этого своего взгляда, вот эту божественную искру в себе увидеть. И это вот как раз очень такая интересная практика. Поэтому не только как бы мы говорим, что призываем только целителям пользоваться. То есть другие изделия, другие светлицы, они тоже дают очень интересные результаты, когда мы начинаем их применять ну, в самых разных сферах жизни. Это у нас первая часть как бы, работы с целителем. Мы в следующий раз будем тоже какие-то модули применять и будем дальше развивать эту тему создания целостности и создания целительской среды. Потому что нам это достаточно важно. Я так понял, что ну, там сначала в прошлый раз прозвучало «давайте с перспективой сделаем», а потом в таких приватных разговорах пришло понимание, что надо вот начинать все-таки с восстановления целостности. Поэтому работа с целью – это тоже работа с целителем. Да? То есть как бы, какие цели мы ставим в своей жизни. Ну, подумать. Вот представьте себе, что вы сформулировали на цель, а потом представьте себе, что вы ее исполнили. Она у вас есть. А что вы будете делать дальше? Это у вас теперь все, жизнь кончилась, вы реализовали свою мечту, да, то есть как в том анекдоте, да, я который как-то рассказывал, что какое, говорит, у тебя мечта? Мужика спрашивает. Он говорит, я мечтаю бросить пить. А что ж ты не бросаешь? Да, говорит, как же я без мечты буду жить? Поэтому вот представьте, что у вас мечта исполнилась. Дальше-то что? Жизнь-то продолжается, да, то есть как бы вот что-то еще есть, что за этим стоит, что-то еще может быть такое интересненькое. Вот, поэтому можно вот попробовать с целями поработать, да, то есть как бы как цели одна из другой могут перетекать, и в конечном итоге что же они будут для вас значить, если, ну, какая самая дальняя цель, для ради чего, собственно говоря, вы живете. Что бы хотелось в этой жизни такого сделать, чтобы потом можно было сказать, да, круто поработал в своей жизни, я не был тем, как у Жванецкого, я не был этим,
И это было здорово. Ну вот сейчас мы пробовали вот эту практику, да, то есть как бы пробовать себя вот этими вот исцелять собственным светом. Да, то есть были какие-то ощущения, вот настройки на этот канал целителя, да, то есть что-то у нас какие-то возникали особенности восприятия. Ну вот я как бы рекомендую тому, у кого нету карты целителя, или к структуре присоединиться, вот, или приобрести эту карту, потому что ну, как раз задача восстановления целостности, она для многих достаточно актуальна. И кажется, что ну, как бы вот есть традиционные методы там лечения, да, то есть можно, конечно, ими пользоваться, мы их не отменяем, то есть рекомендации врачей, но их можно вот к ним добавить вот такие вот практики с картой целитель, когда можно свой собственный энергетический поток как бы перенаправлять на те или иные участки и исправлять структуры времени, налаживая его с помощью вот этой вот структуры. Поэтому рекомендую. Здесь как раз мы вот сейчас начинаем как раз вот одно из наших первых занятий, создание вот этой целительской среды, которую бы хотелось бы научиться транслировать другим людям, да, то есть не только как бы самоисцелился, но и передать это другим людям с тем, чтобы вокруг человека тоже становилось ну, больше вот этого вот чистого пространства, которое он как бы стал носителем этой среды, поэтому вот, например, трансляция целителя на самого себя, да, то есть когда подключаешься через аккаунт, то это тоже вот как вариант, что не только ты становишься более целостным, но и вокруг тебя начинает появляться вот это целостное пространство, которое ты можешь, в котором может оказаться, например, твои близкие, твои знакомые, те, кто вокруг тебя находятся. И это касается тоже тебя, потому что ты не только для себя формируешь это пространство, но и как бы для других. Потому что у целителя есть определенный радиус. Это не только вот я как бы только в карман положил и только с ним взаимодействую, да, то есть как бы даже если вы положили в карман эту карточку или вот файл с этой структурой, то вы все равно ее транслируете вокруг себя. Кстати, по поводу вот неприятных ощущений при исцелении тоже могут быть разные, потому что у нас, например, был случай, когда женщина одна рассказывала, ей ее дочка привезла целителя, это как раз здесь в Литве, и а у нее был порез руки, и палец у нее как бы вот сдвинулся, и она не мог он на место стать, он перестал работать нормально, этот палец. Но это было там буквально там пару месяцев как прошло, вот, но никак не проходило. Вот, она привязала эту карточку к руке, вот, и легла спать. И, говорит, так оно начало стрелять, говорит, руку просто, говорит, просто разболелась рука. Но я, говорит, что-то как-то решила перетерпела и заснула. А утром просыпаюсь, говорит, внучка уже отпала эта карточка, я даже ночью я даже не заметил, как она отвалилась. Вот. А внучка забежала, говорит, ой, бабушка, что у тебя с рукой? Я смотрю, а палец на место встал, говорит. Вот, как бы, ну, вот такое как бы было такое чудо у человека. Но гарантировать, что как бы у человека или каждого такое происходит, как бы мы не можем. У каждого свое что-то будет происходить. Что-то будет исцеляться в теле, в душе или разуме, а проявляться это может быть в самых разных интересных событиях. Поэтому если у вас будут какие-то интересные ощущения происходить, вот, когда вы взаимодействуете с целителем, ну, интересно было бы послушать. На будущее понаблюдайте. Вот. Поэтому, если есть желание приобрести целитель или подключиться к трансляции, пожалуйста, давайте это сделаем через сайт Бионет или напишите мне в личку, и мы как бы можем этот процесс запустить. Потому что дальше мы будем еще работать с модулями, но с модулями желательно работать, когда уже есть структура целитель присоединена. Она как бы вот как первичная по отношению к этим всем целительским другим модулям, которые у нас сейчас появляться будут. Будем работать вместе все. То есть видите, как бы какие процессы начинают задействоваться, когда мы начинаем совместно вот,
взаимодействовать. Потому что мы взаимодействуем не только со светлицами структурами, да, то есть мы через светличные структуры активируем процессы в Бионете, а процессы в Бионете начинают ну, как активно подключаться к самым разным задачам, которые лежат ну, даже вне нашего понимания. То есть есть возможность эти задачи начать реализовывать. Да, то есть как бы вот не только мы сами себе ставим задачи, потому что наша личная задача может быть проекцией какой-то другой задачи, более сложной, более глобальной. Да, то есть, но мы их начинаем здесь с вами прорабатывать, и они начинают где-то решаться. Вот, например, когда вот в Израиле тут с Хамасом была тут такая битва, да, то есть как бы тут Кирилл Коротков, который в Израиле говорит, что-то надо делать, говорит, что-то вот кошмар, то есть уже которую неделю у нас тут долбят этими ракетами, говорит, уже летают вокруг, просто невозможно, говорит, на улицу выйти, то есть комендантский час там и всякое такое. Вот. Я подумал, что надо нам вот такую работу какую-то на эту тему провести, да, то есть это одна у нас была, вот как раз мы тогда с энергией времени работали, вот, и как задача, она как бы была ментально сформулирована, и мы вот ее прорабатывали, и там проговаривалось про конфликты, там, как их разрешать и так далее. И буквально на следующий день там они уже начали договариваться друг с другом, как бы перестали пулять друг друга ракетами. Понятно, что это мир еще такой, как бы достаточно зыбкий, но как бы события удалось остановить. Я помню в свое время, когда вот это вот на Украине бои шли, тогда с Украины там одна женщина, она Борис Евгеньевичу, я помню, написала, Борис Евгеньевич, ужас какой-то, надо что-то делать там. Он говорит, ну вот, говорит, сейчас вот народ подъедет к нам, у нас группа побольше станет, и мы попробуем что-то сделать. Ну и начали работу делать как раз там на этом острове Саммит, который там был в Таиланде. Вот. И буквально через пару дней провели как раз вот эта Минская встреча, саммит там, и договорились, что конфликт этот остановить. Понятно, что он не до конца остановлен, он только как бы пока в некую... Ну, в всяком случае, то количество людей, которые убивали в то время, оно существенно сократилось. Вот. Поэтому то, что вы тут участвуете в таких вот мероприятиях, это кажется, что, в общем-то, одно дело мы какие-то внутренние вопросы, да, там со здоровьем там решаем, но кроме этого есть вот возможность решать задачи и более широкого плана. Почему? Ну, потому что мы все с миром гораздо сильнее связаны, и мы являемся более многомерными объектами, чем мы себе это можем представить. И вот эти качества Творца, да, Творца Творцов, которые в нас есть, мы их можем использовать не только для себя, для решения шкурных вопросов, но и для вот общих сетевых каких-то задач, которые начинают проявляться. А вопросик, Да, пожалуйста. если есть карточка, как модуль подсоединить? Модули, но через сайт можно модули присоединить себе. Модули пока только через трансляции можно присоединять. То есть они сейчас выставлены, то есть три новых модуля. Вот. Если какие-то есть, я говорю, пожелания, то есть какие там нужны еще нам модули куда-то выставить, ну давайте будем их дорабатывать и выставлять. Пока просто эти мы уже проверили, уже эти работают, сердце, сосуды и иммунитет, и достаточно хорошо работают. Поэтому вот кому чего надо, может уже их применять. Но желательно это делать с карточкой целитель, потому что эффективность тогда работы с модулями существенно повышается, потому что это как бы нам сначала надо как бы вот расправить как бы структурку, да, а потом ее уже как бы настраивать уже более тонко на какие-то моменты. Если мы начинаем как бы сразу начинать вот с какой-то более тонкой настройки, а общего ну, и в управлении структурой не произошло, то эффективность как бы вот ее будет существенно ниже этого процесса. Еще раз про модули. У нас 3 модуля появилось, как бы новых. Они выставлены на сайте infoinstitut.ru в разделе там «Доступные структуры». Можете ими пользоваться. Присоединять, если что-то где-то необходимо более точно настроить. Вот. И опять же напоминаю, что семинары у нас теперь не бесплатные, а открытые. То есть есть возможность
внести свой вклад в развитие вебинаров, потому что мы все-таки у нас есть, с одной стороны, определенные затраты, а с другой стороны, нам тогда есть возможность более эффективно начать работать над новыми структурами и решение каких-то новых задач совместно с вами. Поэтому если можете как бы сделать такую оценку для себя. Вот прошел мероприятие, вот у нас прошел вебинар, да, то есть что-то полезное я для себя тут подчеркнул или подчеркнула на этом. Есть что-то вот как бы, что-то, за что я хотел бы чего-то, какую-то благодарность выразить. И подумать, в какой форме это может быть. Или это в форме нашего каких-то сотрудничества и взаимодействия, или есть возможность как бы вот сделать некий финансовый взнос. Поэтому мы его не определяем, размер каждый определяет его для себя, и поэтому вот решайте адрес сайта. Но это инфоинститут, то есть есть инфоинститут, info-институт.ру. То есть тот сайт, где вы подключались к Бионету. Если кто к Бионету не присоединен, то напишите, я пришлю ссылочку, как туда присоединиться. Потому что с сайта зайти infoinstitut.ru, если то просто зайти, то там нету регистрации, там только вход есть. Вот, регистрация идет по личным ссылкам отдельных людей, кто кого приглашает, и тем самым он подстраивает собственную сетевую антенну для того, чтобы можно было более эффективно с миром взаимодействовать и более эффективно настраиваться, изменяя свое восприятие, усиливая его, настраивая связи с самим собой, но более многомерным, скажем, тот, кто там над нами же и есть. Это же мы же сами, но только немножко другие, да, то есть как бы вот, чтобы мы, то кино, в котором мы участвуем, да, то есть как бы мы поняли, что на самом деле это только часть этого кино. Есть еще другие как бы пласты этой реальности, которые мы можем, с которой мы можем взаимодействовать, развивая свои эксперт-операторные возможности, усиливая свои качества бионетчика вот через взаимодействие с сетью Бионет. И оно кажется, что, может быть, оно незаметно, это взаимодействие, да, то есть как бы кажется, что оно нет. Почему кажется, что его нет, может быть, да, то есть потому что, ну, это как мы же живем, это есть некий естественный процесс. За счет чего мы живем? Да? Откуда у нас это время жизни, откуда у нас как бы возможность вот проявлять себя как живому объекту, самоорганизующемуся, который не задумывается, где у него что, как там происходит в организме, оно само как-то происходит. Да? То есть откуда все это берется? Как бы. И есть вот этот вот глобальный биоинтернет или мир структур, с которым мы все связаны, и который нам создает условия для того, чтобы мы вот так вот себя проявляли. Значит, это с одной стороны хорошо, и это надо, за это надо мир благодарить Творца, который нам помог здесь вот весь этот мир создать, и в котором мы участвуем, и который находится, естественно, вне этого мира, да, то есть как бы вот в чем проблема, одна из проблем науки. Наука не видит Бога, да, то есть как бы, хотя много верующих ученых, да, то есть которые начинают разбираться, а где Бог? Как бы, ну вот когда-то было Бог на небе, в космос вылетели, где он? Нету его. Ну, значит, раз его там нету, ну, значит, его и нету. И начали придумывать теорию, что эволюция – это естественный процесс, который сам по себе как-то произошел. Начинают оценку вероятности делать, как могла ДНК, например, молекула сама организоваться. Получается, что это какие-то там миллиардов лет должно пройти, чтобы это могло чисто случайно как-то организоваться. И начинают как бы вот не стыкуются. Поэтому надо понимать, что есть некий другой мир вне нашей реальности, который сюда проецирован, и мы как бы вот тоже как игроки в этой реальности здесь существуем. Как мы существуем? Как мы здесь проявляемся? Ради чего мы здесь находимся? Но это каждый решает сам для себя. Поэтому... Сергей Евгеньевич, а вопросик еще. Да, давайте. А благодарность вот это вот за вебинар куда перечислять? Ну, по номеру телефона на карточку перекинуть, да, по системе быстрых платежей. Это Юрию, да, или вам? Ну, у меня там номер телефона стоит этот, который в WhatsApp мы имеем. Вот. По этому номеру можно перекидывать.
Хорошо, спасибо. И вам спасибо. Спасибо всем участникам. Очень рад нашим встречам. Будем вот эту целительскую среду развивать, с вами создавать ее заново, и дальше будем ее пытаться распространять вокруг, чтобы была не только среда целительская, но также был еще целительский четверг, как вот у нас сегодня целительская пятница, и другие дни недели. И это можно было исцеляться каждый день. И сами себя исцеляем, сами себе же помогаем избавляться от разных болезней, самых разных планов, потому что вот у нас даже Александр Житухин пришел, а мы уже заканчиваем. Вот, поэтому большое спасибо еще раз всем участникам. Рад, что нам удается с вами регулярно встречаться, что у нас есть для этого условия, что есть возможность выразить вам свою благодарность. Благодарность Zoom, благодарность интернету как таковому, как возможности нашей общаться, да, то есть как бы благодарность коронавирусу, потому что он нам создает дополнительные условия, чтобы мы вот налаживали вот эти вот сетевые связи. Много чего прояснилось на самом деле за этот год именно благодаря коронавирусу, потому что когда одно дело ты в режиме семинара взаимодействуешь, а когда ты начинаешь в режиме вебинара и удаленно это делать, да, то есть и видишь, как сетевые связи все равно проявляются и настраиваются, это оказалось таким достаточно интересным открытием и развитием как бы вот всей нашей светличной темы. Еще раз до свидания. Бай-бай, ку-ку, бай-бай.